В этом видео я хочу поделиться своим первым опытом катания на Моанаве с паравингом. Причем я пошел туда на обычной своей привычной доске и с привычным фойлом, на которых я всегда катаюсь с вингом. Итак, попытка запуска паравинга не увенчается успехом, потому что обнаруживается здесь небольшой узел, но уже за несколько дней работы с паравингом никакие узлы меня уже не пугают. Очень быстро уже разбираешься, как, что, куда прокинуть, чтобы распутаться. Ну и все, подкидываем и винг в небе. Теперь смотрите, как мы будем стартовать. Как винг оказался в небе, я тут же ложусь на доску, сажусь точнее на колени. Для этого я использую переднюю руку для опоры, а задней рукой я контролирую планку управления. Когда встал на ноги, то пытаюсь пампить. Это вот очень похожие движения руками, так же как и на винге. И цель их заключается в том, чтобы немножечко увеличить тягу, для того, чтобы фойл легче оторвался от воды. Ну, сегодня ветра достаточно, поэтому проблем со стартом нет. Ух, разносит. На 55-литровой доске пошел на своей. И на фойле Hi-Spec 900 лошади. Axis. Фух. Много дует на четверку. Разносит. Так, здесь попробую разворот. Как только доска направляется вниз по ветру, паравинг начинает лететь уже в своем штатном режиме, и передоз уже особо не чувствуется. Получилось. Вырезается. Фух, ладно. Еду на Моанаву. На Моанаве сегодня было немного народу, несколько кайтеров и несколько виндсерферов. Все дело в том, что волна очень маленькая, и поэтому не так много сегодня народу каталось. Смотрите, как я захожу. Я разворачиваюсь и начинаю резаться туда поближе к волне. Вот волны даже практически не видно, но вот я ее уже чувствую, поэтому паравинг сложил. Ну, как сложил? Я его просто скомкал, видите, он у меня там все равно что-то болтается, но по факту это уже тряпочка, она уже совершенно не тянет. И вот то, за что я полюбил паравинг, это абсолютная свобода. У тебя нету наконец-то в руках этого винга, который все-таки как ни крути, но оставляет немного тяги. И самое главное, он закрывает обзор. А здесь ты словно фойл-серфер или тау-фойлер, только без катера, и тебе не надо разгребаться руками. То есть ты можешь спокойно наслаждаться волной, ну и потом вырезаться назад на пик с помощью винга. Но сегодня я не пытался даже перезапускаться, точнее у меня так все сильно путалось из-за того, что я катался на передозе, что я даже не думал о перезапуске. Я просто съезжал по волне, оказывался в канале, где уже волны не встают, там уже садился и начинал распутывать свой купол. Дело в том, что у меня еще была в руках GoPro-шка, я хотел с нее поснимать, но по итогу это не получилось. Но и все это не добавляло комфорта, и все достаточно легко путалось. Но, как я уже говорил ранее, несколько дней я уже все это распутаю, и, к счастью, еще не было ни разу такого узла, который бы я не распутал. Вот, пару минут, и винг в небе при любом раскладе. А теперь смотрите, как я стартую. То есть я еду на коленях, чувствую, что порыв пошел, вскакиваю на ноги и тут же начинаю пампить. Вот я дергаю руками, пытаюсь нагнетать тягу, но вот порыв был не очень достаточный, поэтому вот снова подзалип. Но стою, жду следующего порыва. И вот как только он приходит, я снова начинаю пампить руками, и доска отлипает. Прям реально это похоже на обычный винг. И теперь обратите внимание, как сразу начинаю резко вырезаться. То есть вот видно, там виндсерфер едет рядом, и у него даже близко таких углов нету. То есть по факту сегодня я вырезался на волне таким образом, что со мной мог бы, наверное, конкурировать только вингер там или кайтфойлер. Но вот ребята, которые катались рядом на кайтсерфе или на виндсерфе, они и рядом даже не могли резаться на такие углы. Но моя проблема заключалась в том, что мне реально было постоянно много. Просто я там умирал. Посмотрите на то, как ведет себя паравинг, у него постоянно дергаются края, это из-за того, что я его немножко
немножко депаурю, то есть я тяну передней рукой на себя, таким образом он немножечко сбрасывал тягу, и мне это, к счастью, помогало хоть как-то выживать, потому что если бы я этого не делал, то меня бы просто жестко разносило. Ну вот смотрите, снова вот развернулся под волну, и винт провис, я тут же его сложил. Дальше немного пампишь ногами, чтобы выйти на волну, ну и все, и понеслась. Ну что ж, я могу сказать четко, я теперь не вингер, я теперь паравингер. Единственное, с чем мне осталось разобраться, это перезапуск, потому что ну вот пока у меня этот момент очень не отработан. Спасибо за внимание, пока.